Но история четвертого паука определенно еще не закончилась. Однажды в сеть сольют утерянные билды и на PlayStation 3, и билд от Vicarious Visions, а нерабочий билд для Xbox кто-нибудь да починит. И тогда мы еще встретимся в третьей части разбора. Записывая эти строчки, я думал, что тема четвертого паука не поднимется еще долгие годы. Ведь, казалось бы, ну откуда взяться новым билдом? Осенью 2021 слили первый билд, осенью 2022 слили второй билд, который оказался нерабочим. Это ж должно чудо случиться, чтобы третью осень подряд сливали билды для Человека-паука 4. Но кто бы мог подумать, что чудо реально случится. 4 ноября 2023 года на eBay закрылась сделка по продаже DevKit консоли Xbox 360. Просмотрев скриншоты, я приметил знакомый файл Spider-Man R. И это говорило лишь об одном. На жестком диске этой консоли есть один из билдов отмененной игры Человек-паук 4. Затаив дыхание, все сообщество Спайди Санты стало ждать. А ты что будешь делать? Ждать. И спустя несколько недель в чатике телеграм-канала Сергей Зыков прислал долгожданную ссылочку. Моей радости не было предела. Слитым билдом оказался тот самый когда-то нерабочий билд 204-962. Но только теперь его можно было запустить и перенестись прямиком в 2009 год. Всем привет, с вами снова Спайди Санта. И это третья часть обзора отмененной игры Человек-паук 4. Для тех, кто не в теме, устраиваю кратенький ликбез. После премьеры фильма Человек-паук 3. Враг в отражении, Sony анонсировали четвертую часть франшизы, а Radical Entertainment заключили контракт на создание одноименной игры по мотивам фильма, взяв за основу игру-прототайп. Но вскоре фильм отменили, попутно свернув и разработку игры. Но за время работы над игрой студии успели скомпилировать несколько билдов для Nintendo Wii, для PlayStation 3 и для Xbox 360. На X-коробку успели слить два билда. Первый билд мы уже обсосали вдоль и поперек, а вот второй билд мы и будем обозревать сегодня. И по большей степени я буду сравнивать его с предыдущим билдом, так что советую посмотреть существующие две части обзора, чтобы понимать, о чем я говорю. Там я подробно разобрал и механики, и концепты, и демо-анимации, а также описал причины отмены фильма и объяснил, почему билд Человека-паука 4 это не мод. Ссылочки на оба видоса есть в описании. Итак, поехали! Запуск билда мы уже частично разбирали в прошлой части, но давайте пробежимся еще раз. Плашечка с авторскими правами имеет немного другой шрифт. После нее стартует классическая заставка Marvel тех годов. Далее игра предлагает выбрать устройство для сохранения прогресса. Затем мы видим раскладку геймпада, вновь с измененным шрифтом, а после окончания загрузки появляется логотип Spider-Man 4 и надпись «Нажмите на старт». И все это дело сопровождается фирменным саундтреком из трилогии Сэма Рэйми. Как и прежде, Питер патрулирует Таймс-сквер, но только теперь он делает это в другой позе. Заглавную надпись сделали пожирнее, а у второй строчки изменили шрифт и поместили ее чуть выше. При нажатии на старт автоматически запускается миссия с дирижаблем, которую мы обсудим позже. А сейчас предлагаю обсудить интерфейс. Мини-карта потеряла свои красные прототайповские контуры и обрела заливку синеватых тонов. В левом верхнем углу появился хелсбар красного цвета. При получении урона полоска уменьшается, но при нанесении урона происходит регенерация. Однако, несмотря на наличие уровня здоровья, скрипт смерти разработчики прописать не успели, поэтому в этом билде паучок никогда не умирает. У задач, появляющихся по ходу прохождения миссий, поменяли шрифт и анимацию всплытия. При нажатии на старт все так же открывается спайдер-пауза, но опять же с измененными шрифтами. В раскладке геймпада и списке приемов изменений никаких нет, а вот в дебаг-меню завезли новые функции. Например, теперь мы можем не только закончить миссию, но и провалить ее, выйти из нее и, соответственно, перезапустить. Также поменялось общее оформление пунктов меню, изменили шрифт и добавили звук перемещения по пунктам. В
свою очередь, карта города также претерпела немало изменений. Самое важное нововведение заключается в том, что теперь мы видим не старый город из прототайпа, а 3D-прототип нового города с планируемым размещением зданий. Он, конечно же, отличается от существующего игрового города, ведь на данном этапе разработки его еще не успели подогнать под прототип. Но подробнее про создание города в играх я рассказывал в этом видео, давайте не будем сейчас подробно на этом останавливаться. Перемещение по карте сделали более удобным и отзывчивым, а местоположение паучка теперь отображается в виде красной стрелки. Между вкладками мы наконец можем переключаться с помощью бамперов. Но функционал реализовать не успели, поэтому все, что мы наблюдаем при переключении, это меняющаяся окраска модели Манхэттен. Однако отполировать фичу 3D города не успели, поэтому иногда можно наткнуться на такой баг и полетать прямо по прототипному городу. Заканчивая тему основного геймплея и интерфейса, не могу не отметить изменения в графике. В данном билде игра еще дальше ушла от своего предка в лице игры Prototype. Кислотные цвета приглушили, добавили больше шейдеров и отражений. Теперь по атмосфере игра иногда напоминает мне ранние билды Человека-паука 3 и Паутину теней. И конечно же в данном билде завезли эффекты. На улицах и в сражениях появилось больше дыма и больше частиц. Игра стала выглядеть мрачнее, цвета стали более тусклыми. А в качестве приятного бонуса мы наконец получили погоду из того самого утраченного билда для PlayStation 3. Теперь пробежимся по боевой системе и противникам. Боевку в целом не изменили. Мы также бьем противников, притягиваемся к ним с помощью веб-страйка и опутываем паутиной при необходимости. Однако видно, что боевку начали перерабатывать, делая ее более плавной. И из-за этого создается ощущение плохой отзывчивости. То паук отпрыгнет после веб-страйка, то притянется не к тому противнику, то противники вообще встают в Т-позы на голове, которых, кстати, не было в прошлом билде. В общем, не знаю, к чему стремились разработчики, но боевка в этом билде ощущается менее комфортно. Концепция противников осталась такой же, но слегка переработали внешний вид бравлеров. Теперь бравлер стал более пузатым, рукава укоротили, добавили наколки, на спине у него целая канистра с жидкостью, и теперь за бравлером всегда тянется зеленое облако, что в целом выглядит гораздо эффектнее. Но что меня действительно удивило среди противников, это дроны, о которых я уже рассказывал. И поиграв в новый билд, я выяснил, что на самом деле это были не дроны, а глайдеры. И на этих глайдерах в новом билде рассекают легкие миньоны. Они способны стрелять в нас из пулемета и при резком подлете даже оглушать. Но одним ловким паучьим веб-страйком мы с легкостью можем сбить пилота, после чего глайдер разбивается, а миньон становится доступен для классических методов борьбы. Также теперь все противники помечены специальными красными иконками, что на самом деле выглядит гораздо удобнее. И про боевку мне больше нечего сказать, как и про полеты на паутине. Они остались без изменений. Теперь поговорим про механики и физику. И первое, что мы обсудим, бой с вертолетом. Я не знаю почему, но из нового билда убрали короткий квик-тайм ивент, во время которого мы тапали по кнопке атаки, замотав вертолет в паутину. Теперь же суть боя с вертолетом заключается в его запутывании в паутину и дальнейшем нанесении ударов с помощью веб-страйка. И на этом все. Не знаю, временное ли это решение, или разработчики на данном этапе окончательно упростили эту механику, но это, как по мне, выглядит очень скучно. Переходим к следующей механике под названием Flare Up Zone. И здесь хорошая новость. В этом билде наконец показали прототип механики, приближенный к задумке разработчиков. Как и в прошлом билде, для начала сканирования местности нам необходимо приземлиться на одну из патрульных точек. И в этом билде количество точек увеличили. Добавили одну на Таймс-сквер, одну на стройку в соседнем районе и еще одну на крышу Daily Bugle. До зачистки районов на карте патрульные точки мерцают красным цветом. Приземлившись на одну из патрульных точек и активировав сканер с помощью Y, мы наблюдаем следующее. 911, please state your emergency. Oh yeah, there's a bunch of thugs smashing stuff up and threatening people. You gotta get someone down here before things get out of hand. Stay in the building. We'll get someone out there as soon as we can.
Мы прослушиваем обращения граждан в полицию из разных локаций, а камера перемещается вслед за радиоволнами. При этом с помощью паучьего чутья мы наблюдаем визуализацию, что конкретно происходит на месте преступления. После прослушивания всех переговоров мы получаем возможность перемещаться между поступившими вызовами, а при нажатии на кнопку A к нам возвращается управление за Питера, после чего нам необходимо зачистить все локации, о которых говорилось в телефонных разговорах. Они также отображаются на карте и имеют иконку скелета. В то же время рядом с мини-картой горит название района, который мы зачищаем, и также отображается количество выполненных ивентов. Зачистив все патрульные точки, они меняют свой цвет на желтый. Также за зачистку патрульных точек нам полагаются вознаграждения, однако в этом билде убрали даже тестовую награду веб-девастатор, то есть мы в принципе никак не можем завершить этот ивент. А иногда игра и вовсе зависает на одном из телефонных разговоров. Помимо тестовых наград, из этого билда также убрали и тестовую механику фотографирования. У меня создается такое впечатление, что данный билд это промежуточное состояние, когда заглушку из прошлого билда вроде бы убрали, полноценную механику делать начали, но реализовать еще не успели. Так что на фотографирование посмотрим в следующем билде. А вот среди новых механик в этом билде засветилась карманная радио. Да-да, я не шучу. Помните тот приемник из катсцены? Так вот, судя по всему, паук его всегда таскает с собой. Включить и выключить радио можно, нажав на верхнюю часть крестовины. Переключить станцию можно, нажав на правую часть крестовины. И пока что в качестве заглушки по радио крутят только рекламу и подкасты. Но вполне вероятно, что на релизе туда хотели поместить сообщения об ограблениях и, может, даже песни. Вы слушаете радио Владивосток FM. Но хотя нет, с одной стороны это объясняет, как паук мониторит переговоры полицейских на патрульных точках. И это кажется крутой задумкой, что наконец в игре реализовали полицейскую рацию, которая была еще в третьем фильме Рэйми. Но с другой стороны, а как, паук с собой ее таскает? Куда он ее кладет? И как-то рация не разбивается во время сражений? Тут, конечно, есть небольшая дыра в здравом смысле. Телефон в играх от Insomniac выглядит куда реалистичнее. И, кстати, пару слов я добавлю еще про физику. Глобальных изменений в физике я также не обнаружил. Однако, из-за изменяющегося города не везде адекватно прописали коллизию зданий. Поэтому во время ползания по стенам паук стал вести себя как бешеный. И порой приходится приложить достаточно много усилий, чтобы просто забраться на здание. По физичности полетов, боевки и инерционности паучка изменений нет. Все так же круто. И благодаря наличию новых эффектов теперь крушить улицы стало гораздо веселее. Кстати, раз уж я затронул тему города и улиц, предлагаю о них и поговорить. В данном билде невооруженным взглядом видно, как город преображается и отдаляется от облика своего родителя. Текстуры дорог и некоторых домов заменили. На севере острова появилось больше пустых сегментов и незатекстуренных построек. Имеющиеся ключевые локации отшлифовали. Daily Bugle, доки, Island Ferry теперь выглядят более солидно. Тестовые материалы переместили под мост рядом с роботами. Очень много появилось блестящих деталей на улицах. Бочки, машины, столбы. Также вокруг острова поместили так называемые лже-острова, которые есть во всех играх про паучка. Выглядят они дешево, на уровне Spider-Man The Movie, но я думаю, это лишь прототип. Collectibles также стали выглядеть солиднее, но собрать их по-прежнему нет возможности. Еще из нововведений добавили красивые падающие осенние листья рядом с центральным парком. А также теперь, когда на улицах происходят опасные события, вокруг них по периметру появляются полицейские блокпосты. И такого на самом деле я не видел в старых играх про паутиноголового. Эта задумка добавляет реалистичности, что, как по мне, выглядит очень круто. Последние два пункта, которые нам осталось рассмотреть, это саундтрек
саундтрек и сюжет. Про саундтрек мне сказать, увы, нечего, ибо весь саундтрек из этого билда я уже разобрал во второй части обзора. Послушать его полностью вы можете в подсказке и по ссылке в описании. А вот про миссии и сюжет мне есть что добавить. Во-первых, свое небольшое обновление получила катсцена из первой миссии Core Mechanics Demo. Давайте сравним катсцены из двух билдов. Slow day. Oh man, I'm tired. Might watch a bit of the game tonight. A double-edged choke. State's Attorney General Channing Reese is renewing calls for the city to stick Spider-Man with the $1.5 million bill. 1.5 million? Public and private property in time. Send Hobgoblin the bill. He flew into the Jumbotron, not me. 10-4, Police Chopper 3 inbound, responding to backup request, West Side Shipping Terminal. Damn it! Tail road is gone. Mayday! Mayday! We're going down. Here we go again. Hey, it's the Webhead! Forget the cops, they're done for. Get Spider-Man! Согласитесь, с новой графикой она выглядит гораздо симпатичнее. Уже видны и очертания здания, на котором должен сидеть Питер. Но в игровых файлах есть какая-то ошибка, из-за которой, во-первых, в катсцене нет вертолетов, а во-вторых, после победы над вражеским вертолетом миссия обрывается. То есть в доках не спавнится ни фоддеры, ни бравлеры. А еще карту-то они менять начали, а катсцену не поправили. Поэтому иногда мы крупным планом просто смотрим на стену. Но у этой ошибки есть и огромный плюс. Из-за нее иногда срабатывает баг, заменяющий модель паучка. И с определенной долей вероятности мы сможем лицезреть измененную форму черепа и наконец-таки правильную форму линз. Как говорится, не баг, а фича. Второй миссии со складом в билде по-прежнему нет, но зато есть полноценно работающие третья и четвертая миссии. Давайте же скорее их разберем. Третья миссия «Дирижабль» автоматически запускается при старте игры, и начинается она с тестовой катсцены, которую я уже показывал во второй части обзора. После нее паук обещает помочь, но сомневается в своих силах. I'm trying to take off, but we're too heavy. Мы видим задачу о необходимости освободить дирижабль от балласта, и поэтому скорее направляемся к воздушному судну. Нам необходимо сбивать коробки с помощью веб-страйка, и как только мы справляемся, появляется новая задача – уничтожить катапульты. Тут нам нужно ориентироваться по иконкам на мини-карте, затем подлетать к катапультам и просто их дамажить, пока они не взорвутся. Далее необходимо вновь сбивать балласт, затем снова катапульты, и так до того момента, пока дирижабль не долетит до парка. Прохождение миссии усложняется тем, что катапульты охраняют члены банды, среди которых иногда спавнятся бравлеры. А когда дирижабль достигает Чайнатауна, появляются фоддеры на глайдерах, которые способны оглушать нас, что немножечко раздражает. Во время миссии играет обновленный саундтрек, тот самый, с нотками в Apple Shadows. Поэтому миссия ощущается атмосферной, но слегка затянутой. И это простительно, поскольку это всего лишь тестовая миссия. Когда же дирижабль наконец достигает пункта назначения, мы видим сообщение о завершении миссии, выполненное в точности по концепту Дайана Линека. В качестве заголовка мы видим надпись «Дирижабль спасен», а ниже написано, что, вроде бы паук и спаситель, но кто-то считает, что паук один из тех, кто украл воздушное судно. Типичный Daily Bugle. После заставки мы видим плейсхолдер для анимации завершения миссии. Видимо, это вновь закос под паутину теней. А дальше мы телепортируемся к патрульной точке на стройку. На этом миссия закончена. Еще одна полноценная рабочая миссия, которая есть в билде, это четвертая миссия под названием «Спасение». Запустив миссию, мы оказываемся на патрульной точке на крыше Daily Bugle. Долетев до маркера, мы наблюдаем тестовую катсцену, которую мы уже разбирали в прошлой части обзора. Когда возвращается геймплей за паучка, нам предстоит спасти бедолаг из горящего здания. Чтобы спасти людей с крыши среднего уровня, нужно соорудить паутинные канаты, соединить
соединив паутиной конструкции на 2 соседних крышах. Тогда народ самостоятельно начнет эвакуацию. А для спасения людей с самой высокой крыши надо просто цеплять их к полицейским вертолетам. Таким образом, необходимо эвакуировать 4 группы людей. Но не все так просто. Эвакуации назойливо мешают головорезы на глайдерах, летающие вокруг горящего здания. Они не только могут нас оглушать и скидывать вниз, но еще и рвать паутинные тросы, сбрасывая людей с крыши. Еще и как назло, один из вертолетов не способен перевести всю группу людей за раз, поэтому ему это приходится делать за несколько заходов. А мы в это время доблестно защищаем граждан от фодеров. Когда все группы завершают эвакуацию, мы получаем сообщение об успешном завершении миссии. Здесь все по классике. Все спасены, кто-то думает, что паук герой, но кто-то считает, что это он поджег здание. И в целом миссия не сильно сложная, но из-за плохо оптимизированных механик мне приходилось по несколько раз подряд ее перезапускать. Помимо 3-й и 4-й миссии, в списке есть наработки еще 2 миссий из вертикального среза. Одна из них — это зачистка района вокруг Дейли Бьюгла. Судя по названию, мы должны были использовать механику отслеживания телефонных переговоров и наводить порядок вокруг Горна. Стартовали мы на этой точке патрулирования, а беспорядки, судя по всему, проходили вдоль этих блокпостов, которые спавнятся со стартом миссии. Но на деле после запуска миссии ничего не происходит, что, конечно, грустно. Другая нерабочая, но интересная миссия — это миссия под названием Мех. При запуске ее мы также ничего не наблюдаем, но, судя по названию, в этой миссии начинали реализовывать босс-файт с тем самым огромным мехом, который очень похож на робота из суперсемейки. На это намекает и саундтрек под названием «Бой с мехом», лежащий в директории сборки. И очень жаль, что до этого билда полноценный бой так и не дошел. Прочие рабочие миссии, которые есть в этом билде, это знакомая вам Most Wanted с фотографией Билла Гейтса, которая в этом билде не имеет изменений, и Tutorial Encounters, которая здесь называется CMD Mark II. Из отличия в этой миссии только измененная механика боя с вертолетом, про которую я сегодня рассказывал, и наличие старой заставки завершения миссии, когда мы всех побеждаем. С миссиями мы завершили, и теперь я добавлю пару слов касательно сюжета. Все, что я говорил в прошлой части обзора про сюжет, конечно же, актуально. Дополнить я хочу тем, что, во-первых, наличие глайдеров еще раз подтверждает, что рано или поздно в игре должен был засветиться Хоб-Гоблин. Во-вторых, в Аскорпе члены банды украли не только Глобулин, но и разработки Осборна, в частности, глайдеры. А значит, вполне вероятно, Смайта могли нанять именно для борьбы с бандитами, которые обладали похищенными технологиями. Записываем плюсик к мотивации Алистера. Ну и в-третьих, судя по падающим осенним листьям, события игры как минимум проходили осенью, как максимум могли длиться до зимы, что, кстати, на тот момент было бы свежим взглядом на игру про Паутиноголового, ибо на момент 2009 года снег в играх про Человека-паука планировался только в Ultimate Spider-Man 2, но и ту игру в итоге отменили. Давайте подведем итоги. У меня на самом деле спорные эмоции касательно второго билда. С одной стороны, круто, что мы увидели новый взгляд на отмененную игру про Человека-паука. Подобные сборки — это всегда уважаемый раритет. Мы прошли целых 2 полноценные миссии, затестили механику с патрульными точками, посмотрели на стильную 3D-карту Манхэттена, послушали новый саундтрек в действии и карманное радио Питера, а также заценили новую цветокоррекцию и шейдеры. И у меня вообще создалось впечатление, что Radical хотели задать игре взрослый и мрачноватый тон. Но, с другой стороны, что работало в первом билде, не работает во втором. Город завис на стадии между-между, бой с вертолетами упростили, первую миссию поломали, а фотографирование системы апгрейда и вовсе убрали. То есть, если представить, что у Человека-паука 4 до отмены было 3 этапа готовности, то первый и второй билды — это первый и второй этап готовности соответственно, а билд на PlayStation 3 — это 3-й этап готовности. А это значит, что, следуя традициям, осенью 2024 года ждем слив поздних билдов на Xbox 360 или, проси господи, на PlayStation 3. Ведь я напомню,
что мы все еще не увидели интерьер Daily Bugle. Мы не опробовали полноценную механику фотографирования, не взаимодействовали с паутинными гаджетами. И, наконец, мы так и не пособирали collectibles. По миссиям, кстати, у нас тоже есть ожидания. Первая, третья и четвертая миссии в точности совпали со своим описанием и статьи на Obscure Gamers. А это значит, что мы всем сердцем ждем вторую миссию на складе, которую подробно описал все тот же аноним. И я напомню, что мы до сих пор не видели миссию с огромным роботом на Бруклинском мосту. Но и после сегодняшнего обзора в копилку ожидания еще добавилась миссия зачистка района вокруг Daily Bugle и босс-файт с огромным мехом. Друзья, если в мире билдов Человека-паука 4 произошли грандиозные изменения и все-таки слили новые билды, то сейчас в углу появится подсказка. Ссылочку на скачивание второго билда я, как всегда, оставил в описании. А чтобы точно не пропустить новый контент, не забудьте зайти в чатик в Telegram и подписаться на YouTube канал. Всем спасибо и всем пока! С вами был Спайди Санта.